Всем привет! Как вы думаете, что произойдет, если вы перестанете есть хлеб на 30 дней? Есть много различных видов хлеба – ржаной, белый, цельнозерновой, бездрожжевой, хлеб на закваске и так далее. И вы, вероятно, слышали, что некоторые из этих видов относят к здоровой пище, а некоторые к нездоровой. Так как же это действительно работает и что из этого правда? Давайте разбираться. Во-первых, хлеб примерно на 80% состоит из крахмала, а крахмал представляет собой полисахарид, то есть много сахаров. Если вы возьмете отдельные молекулы глюкозы и свяжете их вместе в цепочки и ответвления из сотен и тысяч, тогда она станет крахмалом или полисахаридом, и это то, что многие люди называют сложным углеводом. Именно сложные углеводы классифицируют как максимально полезные для человека. Но проблема в том, что в течение нескольких секунд вы начинаете отрывать некоторые из этих отдельных молекул глюкозы, и они быстро попадают в кровоток. И глюкоза повышает уровень сахара в крови и вызывает выброс инсулина. Весь этот крахмал не расщепится быстро, но вот процесс повышения уровня сахара в крови и инсулина начнется мгновенно. И поэтому, если бы вы отказались от хлеба на 30 дней, вы бы увидели определенные гликемические преимущества. Вы бы понизили уровень глюкозы в крови и уровень гликогемоглобина. Несмотря на то, что этот процесс занимает в среднем 3-4 месяца, уже в течение 30 дней вы начнете видеть преимущества и некоторые изменения. Вы увидите более низкий уровень инсулина натощак. А на основе глюкозы и инсулина можно рассчитать ваш индекс инсулинорезистентности, который является мерой вашей резистентности к инсулину. И вы также заметите, что это число начнет снижаться. Хлеб – это не единственное, что способствует этому, но если вы больше находитесь на диабетическом конце спектра и откажетесь от хлеба, вы начнете замечать, как ваши показатели крови начнут приближаться к здоровому диапазону. У многих людей проблемы с газообразованием. Откуда же они берутся? Его производят бактерии в пищеварительном тракте, но для того, чтобы они выделяли газ, их нужно кормить. А они любят всякую всячину вроде углеводов. И это не только хлеб и сахар, сюда относятся все виды углеводов. Это работает следующим образом. Глюкоза усваивается довольно быстро, а сложные углеводы усваиваются медленнее. Поэтому, когда вы что-то едите, это сначала попадает в желудок. Оно находится там какое-то время, и часть глюкозы начинает всасываться уже в желудке, но большая ее половина и все сложные углеводы продолжают опускаться в тонкий кишечник. И понадобится много часов, чтобы пройти этот лабиринт, который называется тонкой кишкой. И чем дальше еда проходит через тонкий кишечник, тем больше сложных углеводов расщепляется, и тем больше они усваиваются в виде глюкозы. Главная цель состоит в том, что все это или почти все должно быть расщеплено прежде, чем оно попадет в толстую кишку. Толстая кишка – это место, где находится большинство ваших бактерий. Это и есть ваша кишечная флора. В толстой кишке находятся миллиарды бактерий на миллилитр, в тонкой же кишке только тысячи. Таким образом, к тому времени, когда еда попадет в толстую кишку, она должна быть абсорбирована. Никаких углеводов быть не должно, кроме клетчатки, которую мы не можем расщепить. Так что, когда дело доходит до углеводов, у нас есть такой выбор. Вы можете либо повысить уровень сахара в крови, либо накормить свои бактерии. Простые углеводы будут усваиваться очень рано, и они не смогут накормить бактерии, но при этом они сильно повышают уровень глюкозы в крови. А если это сложные углеводы, то они будут питать бактерии. Именно поэтому считается, что цельная пшеница может вам навредить, ведь она дольше расщепляется и продвигается дальше по пищеварительному тракту. И особая проблема, которая затрагивает многих людей, называется СИБР. Это избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике. И, как я уже сказала, у нас должно быть много бактерий в толстой кишке и очень мало в тонкой. Но если у вас нет плотного илиоцекального клапана, тогда некоторые из этих бактерий могут протекать обратно.
И теперь вместо тысяч у нас будут десятки или сотни тысяч бактерий в тонком кишечнике, и будет присутствовать огромное количество углеводов, которые не полностью усваиваются и могут стать пищей для бактерий. А бактерии, в свою очередь, будут производить много газа. Если у вас есть СИБР, вам, вероятно, придется отказаться от гораздо большего количества продуктов, чем просто хлеб. Но для большинства людей исключение из рациона хлеба поможет справиться со вздутием живота. И многие люди могут сказать: зерно тысячелетиями употреблялось нашими предками, без какого-либо видимого вреда для здоровья. Что же поменялось? Почему этот злак больше не является всему головой и может существенно ухудшить наше здоровье? Давайте разбираться. Хлеб существует на протяжении тысячелетий, так же, как и люди существуют около 250 000 лет. И, соответственно, нашей нынешней ДНК тоже около 250 000 лет. И в те времена у нас была ДНК охотников-собирателей, потому что большую часть нашего образа жизни в то время составляла охота и собирательство. Поэтому, что бы ни делали эти люди, что бы ни делали ваши предки, это то, для чего до сих пор предназначена ваша ДНК. И дело не в том, что у них вообще не было зерна. Было всего несколько видов зерен, и они не ели их в большом количестве, они не выращивали зерна. Люди в то время могли наткнуться на несколько зернышек в разных местах, затем положить их в суп или съесть в сыром виде, но они не потребляли много злаков. Но это изменилось около 10 000 лет назад. Таким образом, на этом большом длинном спектре именно столько времени мы занимались земледелием и целенаправленно выращивали культуры. Если мы посмотрим на эту маленькую область в большом масштабе, то мы увидим, как на самом деле долго мы занимаемся сельским хозяйством. Несмотря на то, что мы выращивали зерно, существовало небольшое количество видов этого зерна, которые не претерпевали изменений на протяжении многих лет. Но примерно 50 лет назад мы начали скрещивать и изменять ДНК зерен, получив современную форму пшеницы. И вы можете наблюдать вот эту маленькую желтую линию. Это тот промежуток времени на этой шкале в 10 000 лет, когда мы используем современную пшеницу. Смысл этого всего в том, что хотя зерновые существуют уже давно, мы не ели зерно в большом количестве, пока не начали заниматься земледелием. И даже после этого эти зерна очень сильно отличались от того, что мы едим сегодня. Современная пшеница – это большой эксперимент, который провели совсем недавно. Теперь у нас есть эти современные сорта пшеницы, которые были оптимизированы по урожайности. У них наилучшая долговечность, они устойчивы к холоду, наводнениям, засухе, они обладают лучшей устойчивостью к вредителям и имеют лучшие хлебопекарные свойства, которые были гибридизированы. Они содержат намного больше глютена, благодаря чему хлеб получается более эластичный и более пушистый. Но тех, кто занимается изменением структуры зерна, не беспокоит то, как люди переносят эти злаки и как они влияют на наше здоровье. Что-то относительно новое не обязательно навредит нам, но это также и не обнадеживает. Наша ДНК знает, как справиться с теми зерновыми культурами, которые существовали раньше, но сейчас это своего рода рулетка. Чем больше мы играем с ДНК пшеницы, тем меньше вероятность того, что мы хорошо перенесем эти изменения. Я уверена, что вы согласитесь с тем, что основная цель еды – получать питательные вещества. Все эти продукты содержат питательные вещества, но растительная пища и особенно злаки также содержат так называемые антинутриенты. Это означает, что они содержат химические соединения, которые мешают нам усваивать питательные вещества из пищи, одно из которых называется фитатами. Фитаты связываются с минералами, и при таком соединении мы не можем нормально поглощать минералы. Они также содержат ингибиторы ферментов. Ваша ДНК закодирована для производства ферментов, которые специально подходят для расщепления определенных продуктов. И если у вас есть ингибиторы этих ферментов, то вы не сможете расщепить пищу полностью. И в первую очередь это влияет на переваривание белков. Некоторыми из этих ингибиторов являются оксаланты, дубильные вещества и глютен. И мы вернемся к глютену чуть позже, потому что ему нужно уделить особое внимание.
И еще одно антипитательное вещество – это лектины, о которых мы также поговорим отдельно. Глютену уделяется большее внимание, когда речь заходит о плюсах и минусах зерна и хлеба. Но глютен на самом деле представляет собой смесь сотен различных белков. Мы можем разделить эти белки на две группы. Первая группа называется глютенин. И это больше похоже на пряди, они обеспечивают эластичность теста. Вторая группа называется глиадинами, которые помогают тесту подниматься во время выпечки. Тип и количество глиадинов и глютена в пшенице уникальны, поэтому только из пшеницы можно испечь по-настоящему воздушный хлеб. И многие люди сейчас могут сказать: «У меня нет целиакии, я думал, что пшеница – это просто то, чего люди, страдающие целиакией, должны избегать, и что все остальные могут есть его как здоровую пищу». Но стоит разобраться в этом получше. Есть такое понятие, как кишечный барьер. Это не значит, что у вас есть какой-то барьер, который включен или выключен. Это постепенный переход от 100% оптимального барьера до нуля, где этот барьер полностью не герметичен. И если у вас глютеновая болезнь, которая поражает около 1% населения, тогда ваш кишечный барьер уже находится в довольно плохом состоянии. И каждый раз, когда вы едите глютен, он делает его еще хуже, так что даже капля глютена будет наносить сильный вред. Но существует группа людей, у которой есть небольшая чувствительность, не связанная с глютеновой болезнью. Это привлекает все больше и больше внимания, потому что многие люди замечают, что чувствуют себя плохо, и у них появляются симптомы целиакии, даже если результат теста на целиакию был отрицателен. Эти люди переходят от нормального состояния к плохому. Поэтому помните, что каким бы ни был ваш уровень, вы ставите его под угрозу, съедая хоть что-то, что увеличивает проницаемость кишечника. Около 13% населения сообщают о симптомах этой болезни, и поэтому достаточно много людей перестают есть глютен и замечают, что начинают чувствовать себя лучше. Но обратите внимание, что этот процент основан на количестве людей, которые обращают внимание на недомогание и имеют достаточно серьезные симптомы, чтобы сообщить об этом. Так что число этих людей на самом деле намного выше. Если у вас устойчивый кишечный барьер и вы едите глютен, вы все равно окажете влияние на состояние вашего барьера. В любом случае, это причина, по которой большинству людей будет полезно ограничить глютен, независимо от того, заметите ли вы, что он влияет на вас или нет. А еще есть класс лектинов, содержащихся в пшенице. В первую очередь это агглютинин зародышей пшеницы. Это очень липкий белок, который прикрепляется к эпителиальным клеткам. А эпителий – это тип клеток, которые создают барьеры или поверхности. Поэтому у вас есть эпителий снаружи кожи, но это тот же тип клеток, что и внутри вас. Таким образом, любой тип барьера или поверхности, как правило, представляет собой эпителиальные клетки. У вас есть большие ворсинки на внутренней стороне вашего кишечника. Ворсинки увеличивают площадь внутренней поверхности стенок кишечника, делая доступной большую площадь поверхности для всасывания. И на них находятся маленькие антенны. И эти агглютинины зародышей пшеницы, эти липкие лектины, цепляются за них и не отпускают. Это вызывает сильное воспаление и разрушает часть этой кисточки. И еще эти лектины напрямую связаны с синдромом дырявого кишечника. Это когда ваш кишечник пропускает достаточно крупные частицы, на что начинает реагировать ваша иммунная система. Но это не единственное место, где у вас есть эти эпителиальные клетки. Они также есть на внутренней стороне кровеносных сосудов. И когда эти самые агглютинины прилипают к кровеносным сосудам, они также увеличивают проницаемость и делают их негерметичными. И теперь некоторые из этих маленьких поврежденных частиц могут проникнуть через эти щели и способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям и образованию бляшек. Также было доказано, что лектины стимулируют рецепторы инсулина, что означает, что они подталкивают вас к резистентности к инсулину и липогенезу. Это означает, что вы производите больше жира и храните больше жира. И они могут даже блокировать активность лептина, который является гормоном сытости.
Ваши жировые клетки вырабатывают лептин, чтобы сообщить организму, что вы уже сыты. Но если заблокировать этот гормон, никакого сигнала в мозг не поступит, и вы просто продолжите есть. Поэтому, если вы уменьшите количество хлеба или откажетесь от него полностью на 30 дней, вы уменьшите количество фитатов, а это значит, что вы сможете усваивать минералы. Если вы исключите хлеб, вы также избежите лектина и глютена, что улучшит проницаемость. Ваш негерметичный кишечник тоже будет чувствовать себя гораздо лучше, и это уменьшит воспаление в кишечнике. Кроме того, вы улучшите сигнальную функцию лептина и инсулина. Таким образом, вы уменьшите склонность или степень диабета второго типа. Также снизится риск сердечных заболеваний. Вы снизите свое кровяное давление, и из-за лучшей передачи сигналов лептина у вас будет меньше тяги к еде. Вы будете чаще чувствовать себя сытым, и, конечно же, эти два фактора будут способствовать снижению веса. Теперь давайте углубимся в те вещи, которые могут сбивать с толку большинство людей. Например, разные виды хлеба. Какие-то виды считаются вредными, а какие-то полезными. И многие люди даже не знают, что белый и пшеничный хлеб – это одно и то же, просто они обрабатываются по-разному. Белый хлеб – это, как правило, хлеб из пшеничной муки, в котором отруби и зародышевые слои удалены во время обработки, и остается только внутренняя часть – эндосперм, в котором находятся крахмал и клейковина. Цельнозерновой хлеб делается из цельнозерновой пшеницы, которую измельчили. Итак, давайте сопоставим эти два вида хлеба с различными пунктами вроде уровня сахара крови или питательных веществ. По уровню сахара в крови белое, переработанное пшеничное и цельное зерно будет примерно одинаковым. Я знаю, что вы наверняка слышали другие мнения, потому что маркетологи пытаются продвигать цельное зерно как нечто полезное, но между ними совсем небольшая разница, примерно 1%. Когда дело доходит до питательных веществ, то у белого хлеба дела обстоят немного хуже. При помощи обработки убирается зародыш и удаляются отруби, так что теперь здесь не будет минералов, витаминов и клетчатки. Если учитывать антипитательные вещества, которые мешают вам усваивать полезные вещества, то цельнозерновой хлеб будет хуже. Но это не имеет большого значения, потому что у белого хлеба остается не так много питательных веществ после того, как его обработают. Затем мы переходим к целиакии и эффектам глютена. И они примерно одинаковы, потому что весь глютен находится в середине зерна, и он сохраняется даже при обработке белого хлеба. Что касается аллергии и лектинов, то с цельным зерном все намного хуже. В цельном зерне содержится большое количество лектинов, которым свойственно вызывать аллергические реакции. Очевидно, что когда дело доходит до клетчатки, цельное зерно будет лучше, потому что в белом почти ничего нет. Что ж, хотя белый хлеб не намного лучше белого сахара, цельнозерновой хлеб также имеет свои немаловажные минусы по многим пунктам. Но все это время мы говорили именно про современную гибридизированную пшеницу, которую потребляют большинство людей. Но что насчет древних зерен, которые в наше время вы спокойно можете приобрести? С точки зрения сахара в крови они будут намного лучше, потому что в древнем зерне было намного больше белка. Питательные и антипитательные вещества, вероятно, будут похожи на цельное зерно, здесь нельзя утверждать однозначно. Но с точки зрения целиакии, глютена, аллергии и лектинов, они будут намного лучше. Потому что большая часть глютена в современных зернах была специально разработана в лабораториях, ведь чем больше видов глютена, тем более пушистый получится хлеб. Люди, которые пробуют питаться древними зернами, обнаруживают, что у них нет таких побочных реакций, как на обычный хлеб. Конечно же, если у вас серьезные проблемы с непереносимостью зерна или целиакия, древние зерна вам все равно не подойдут, но при небольшой чувствительности они могут стать лучшей заменой обычных зерен. Я рекомендую вам попробовать перестать есть хлеб на 30 дней, а затем понаблюдать за тем, как изменятся ваши маркеры здоровья. Если вы заметите изменения, лучше даже записать их, чтобы было действительно понятно, насколько вам это помогло.
Надеюсь, что это видео было вам полезным. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу отказа от хлеба и хлебобулочных изделий. Всем огромное спасибо за просмотр!